Кто купил выборы в Молдове, атака на детский сад и Трамп угрожает Путину. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. После первых северокорейских солдат на войне появляются первые северокорейские дезертиры. Президент Бразилии к Путину не прилетит. После осмотра медицинским персоналом ему было рекомендовано избегать дальних авиаперелетов. Получается, оба кандидата в президенты США успели поработать в Макдональдс. Первый день в Макдональдсе. Я ищу работу. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал. Все это очень важно, и мы пока начинаем. Российская артиллерия нанесла удар по детскому саду в Запорожье. Пострадали 7 человек, двоих вытащили из-под завалов. Поисково-спасательные работы продолжаются на момент записи видео. По данным главы областной военной администрации, двое пострадавших в тяжелом состоянии, повреждены более 30 домов вокруг. Северокорейские военные еще не успели полноценно заявиться на войне, а уже успели дезертировать. Информация о задержании 18 северокорейских военнослужащих в Брянской области после их попытки покинуть позиции на территории Курской области свидетельствует о возможном расширении военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей. Согласно опубликованным данным в российских медиа, северокорейцы находились на обучении в районе Калячика Хомутовского района, где вместе с российскими военнослужащими они учились тактике ведения боевых действий и использованию воздушных шаров в военных целях. После окончания учебных курсов северокорейские военные были оставлены в лесном массиве без продуктов и дальнейших инструкций, что, вероятно, и стало причиной их попытки найти командование ВСРФ. Попытка бегства была предпринята 14 октября, а через двое суток, 16 октября, российские военные нашли и задержали их примерно в 60 километрах от исходного места дислокации. Интересно тут отметить, что это происшествие случилось на фоне заявлений главы украинского ГУР Кирилла Буданова, который ранее сообщал, что до 1 ноября около 11 тысяч северокорейских военнослужащих будут готовы к участию в боевых действиях на территории Украины. Перемещение всех северокорейских военных инструкторов, а их насчитали около 40 человек, в Льговский район для дальнейшего участия в штурмовых действиях также указывает на то, что Россия планирует активно использовать этот ресурс. Вопрос остается открытым, насколько велико будет участие северокорейских военных в боевых действиях и какие последствия это повлечет за собой для текущей ситуации на фронте. По всей видимости, этим вопросом задаются и в Южной Корее. Там вызвали в МИД российского посла Георгия Зиновьева на разговор. Комментария ведомства не было, а российская сторона подтвердила вызов посла. Президент Молдовы обвиняет Россию во вмешательстве в избирательный процесс. В минувшее воскресенье в стране прошли выборы президента, а также референдум о вступлении в Евросоюз. Майя Санду обвиняет в мошенничестве беспрецедентного масштаба преступные группировки, работающие вместе с иностранными силами, враждебными национальным интересам Молдовы. Групări criminale, împreună cu forțe străine. Преступные группировки, работающие вместе с иностранными силами, враждебными нашим национальным интересам, атаковали нашу страну с помощью десятков миллионов евро, лжи и пропаганды, используя самые позорные средства, чтобы держать наших граждан и нашу нацию в ловушке неопределенности и нестабильности. У нас есть доказательства и информация о том, что эти преступные группы стремились купить 300 тысяч голосов. Мошенничество беспрецедентного масштаба. Их целью было подорвать демократический процесс. Мы не отступим от защиты свободы и демократии. Мы ждем окончательных результатов, и мы ответим на них решениями. Действительно, ожидания того, что Россия будет пытаться вмешаться в выборы, повлиять на их результат, были очень сильными. Но после разоблачения, что будет дальше и как именно Москва пыталась повлиять на выборы, мы поговорили с блогером и журналистом из Молдовы. Накануне выборов Зяра Удыгарда, молдавская СМИ, выпустила расследование, которое заключается в том, что
журналист Веру-Дегарде под прикрытием инфильтрировался в эту сеть шоровскую, которая является настоящей финансовой пирамидой по типу Oriflame, может быть, приходи и друзей приводи. Так вот, журналист провел 4 месяца в стане вот этих людей, которых подкупил Шор. В общем, эта схема так работала. Деньги кидались на счет, счета открывались абсолютно всем. Просто вот список имен присылался в Москву, и эти счета открывались. Журналист, к примеру, послал фейковый паспорт. Они просто зафотошопили паспорт, сделали в фотошопе фейковую личность, прислали ее вот этим кураторам в Москву, которые отвечали за переводы из Промсвязьбанка. Ей открыли счет, прислали деньги, и потом кураторы из группы Шор звонили и говорили: поезжай в Бендеры или в Тирасполь и обналичивай эти деньги. Поэтому, когда Майя Санду выходит и говорит, что они купили 300 тысяч граждан, в это легко поверить. Президент Бразилии не приедет к Путину в Казань на саммит БРИКС. Луис Игнасио Лула да Сильва отменил свою поездку в Россию на саммит БРИКС после того, как врачи посоветовали ему воздержаться от дальних перелетов из-за полученной травмы головы. По информации президентской канцелярии, Лула повредил затылочную часть головы в результате несчастного случая у себя дома, что привело к рваной ране. Изначально он должен был отправиться в Россию в воскресенье вечером, но теперь планирует участвовать в мероприятии через видеоконференцию. Согласно медицинскому заключению больницы Сирио-Либанес в Бразилии, состояние Лулы позволяет ему продолжать выполнять свои обязанности, но он должен избегать длительных перелетов. Президент Луис Инасио Лула да Силва был госпитализирован в госпиталь Сирио-Либанес в Бразилии после несчастного случая с тупой раной в затылочной области. После осмотра медицинским персоналом ему было рекомендовано избегать дальних авиаперелетов, однако он в состоянии выполнять другие виды деятельности. Он остается под наблюдением медицинской команды и под присмотром профессора доктора Роберто Калила Фильо и доктора Анны Елены Жермольо. Саммит БРИКС, на котором Лула будет участвовать дистанционно, объединяет крупнейшие развивающиеся экономики мира, по крайней мере, по утверждению самих этих стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку. Недавно этот форум расширился и включил Египет, Эфиопию, Иран и Объединенные Арабские Эмираты, что подчеркивает тенденции БРИКС к расширению. Дональд Трамп устроился работать в Макдональдс, правда, только на 1 день, но, тем не менее, готовил картофель фри и раздавал заказы через окно выдачи. Но он заявил, что ищет работу и всегда хотел поработать в фастфуде. Все это превратилось в небольшую пресс-конференцию. Трамп подчеркнул, что визит был также намеком на Камалу Харрис, которая утверждала, что работала в фастфуде в студенчестве. Он поставил это под сомнение, но доказательств не привел. Харрис назвала его выходку признаком отчаяния. Акция была частью предвыборной кампании в ключевых штатах, где голосование уже началось. Первый день в Макдональдсе. Я ищу работу. Это хороший владелец, должно быть богатый человек. Большое спасибо. Я ищу работу, и я всегда хотел работать в Макдональдс, но так и не смог. И я баллотируюсь против человека, который сказал, что работал, но это оказалась совершенно фальшивая история. Так что, если вы не возражаете, я хочу работать на прилавке с картошкой фри. Это весело. Я мог бы заниматься этим весь день. Я бы не отказался от этой работы. Мне нравится эта работа. Я думаю, я бы мог вернуться и сделать это снова. Сейчас я работал в Макдональдсе. Я проработал на 15 минут больше, чем Камала. Она никогда здесь не работала. Вместе с тем, Дональд Трамп в интервью The Wall Street Journal заявил, что угрожал Владимиру Путину нанести удар по Москве, если бы Россия атаковала Украину.
По его словам, он предупредил российского президента, цитирую: «Я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру Москвы». Конец цитаты. Трамп добавил, что отметил свою дружбу с Путиным, но подчеркнул отсутствие выбора в таком случае. Путин, по словам Трампа, отреагировал словами «no way» – «не может быть». Экс-президент также заявил, что пригрозил снести купола с головы Путина. Трамп не уточнил, когда именно состоялся этот разговор, но отметил свои отличные отношения с Путиным и Си Цзиньпином. Он подчеркнул, что оба лидера знают, что Трамп, как он сам сказал, долбанутый. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Как обычно, жду ваших комментариев, лайков и репостов. Жду, что вы подпишетесь на наши каналы. И, конечно, кнопочку «Супер спасибо» не забывайте про нее, ведь так вы можете нас поддержать. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.